Здравствуйте! В этом видео подвожу итоги модернизации правильной коптильни холодного копчения. Для подписчиков, кто следил за конструктивным развитием коптильни, напомню, для гостей канала вкратце расскажу о коптильне, о причинах создания именно такой модульной конструкции, о составляющих модулях и их функционировании, о модернизации коптильни в процессе эксплуатации. Презентую итоговую модернизированную конструкцию версии 2.0. Уважаемые подписчики, оставайтесь на канале. Несмотря на то, что сезон копчения под открытым небом 2021 года завершен, и я уже демонтировал свою коптильню, придет следующий год и следующий сезон. Разработал план развития конструкции в нескольких направлениях. Каждый найдет именно то, что интересно ему. Гости канала, присоединяйтесь к сообществу, подписывайтесь. Чтобы ничего не пропустить, жмите колокольчик под описанием к видео. Начнем. Проанализировав конструкции бытовых коптилен, предлагаемых в интернете, пришел к выводу, что ни одна из них не пригодна для копчения продуктов питания. Непригодна и опасна. Ни один из предлагаемых дымогенераторов, ни лабиринт, ни улитка, ни эжекторные, ни фрикционные, ни шнековые не способны сгенерировать качественную, достаточно холодную, относительно чистую коптильную смесь. О непригодности эжекторных дымогенераторов снял видео. Ссылка в описании. Ссылки на все ролики, которые были использованы в этом видео, оставлю в описании. Отсутствие в интернете сколько-нибудь приемлемой конструкции послужило причиной создания данной коптильни. Конструкция коптильни блочно-модульная. Это позволило мне оперативно исключать из конструкции неэффективные и неадекватно сложные модули, добавлять необходимые и менять последовательность установки модулей. Модули связаны между собой посредством резьбовых соединений, полудюймовых фитингов, сгоны, муфты, тройники, уголки, гайки, шаркран. Эжектор вытягивает дымовоздушную смесь из коптильной камеры и утилизирует ее в атмосферу. Обращаю внимание на очищенную смесь. Тем самым обеспечивается движение дыма по магистрали в направлении коптильной камеры и обеспечивается подача воздуха в зону тления щепы. На входе коптильни установлен дымогенератор пассивного типа. Пассивного, потому что он не работает вне системы, у него нет интегрированного эжектора. У дымогенератора три функции. Во-первых, это камера тления щепы, то есть дымообразования. Во-вторых, это резервуар для щепы. И третья, конструкция обеспечивает непрерывную подачу щепы в зону тления. Из дымогенератора дым поступает в охладитель. Охладитель стационарно монтирован в земле. У охладителя три функциональных назначения: охлаждение дыма, очистка дыма и утилизация отходов, полученных в процессе очистки. Из охладителя дым поступает на вход тройника. Ко второму входу тройника подсоединен шар-кран. Через этот кран происходит забор воздуха в магистраль. В тройнике происходит смешивание дыма и воздуха. От того, насколько кран открыт, зависит, сколько воздуха поступает в магистраль. Краном можно регулировать плотность дыма, процентное соотношение дым-воздух, в широком диапазоне, от неприемлемо густого дыма до неприемлемо редкого. Для того, чтобы подобрать правильное соотношение дым-воздух, его надо контролировать. Для этой цели в моей коптильне установлен следующий модуль: камера визуального контроля наличия и плотности дыма. Камера контроля имеет 4 назначения. Первое – контроль плотности дыма. Второе – эффективное смешивание дыма и воздуха, поступающих из тройника. И третье – сбор конденсата. Четвертое назначение – контроль наличия дыма в системе. Из камеры контроля коптильная смесь через тройник поступает в коптильную камеру. Через этот же тройник из коптильной камеры конденсат отводится в дренажную емкость, в стеклянную банку с резьбовой крышкой. Конденсат образуется на внутренней поверхности коптильной камеры и стекает на дно. Но так как коптильная камера на пару градусов наклонена в сторону входного патрубка, то через патрубок и тройник стекает в банку. В
коптильной камере дымовоздушная смесь проходит по диагонали, от входа к выходу на эжектор. На выходе из коптильни установлен эжекторный модуль. Именно он вытягивает коптильную дымовоздушную смесь из камеры и тем самым обеспечивает движение дыма по всей магистрали и подачу воздуха в дымогенератор. Посредством этого модуля создается тяга в системе, контролируется и регулируется интенсивность потока коптильной смеси. Интенсивность потока регулируется посредством регулятора напряжения на турбине, а контролируется по вольтметру, отображающему это напряжение. На видео рабочий прототип модуля. Вот он. На данный момент я внес ряд изменений в конструкцию модуля, и теперь он выглядит так. Возросла производительность, снижено потребление электроэнергии, модуль стал более эффективным и презентабельным. Делая ролик о своем простеньком дымогенераторе, в голову пришла мысль, как все сложно. В этот раз представляю вашему вниманию простой пассивный дымогенератор за несколько минут без сварочных работ при помощи дрели и болгарки. И вот что получилось в результате. На дымогенератор внешне похож, правда без дна и без крышки. Устанавливаю дно дымогенератора. Это, как видите сами, красный кирпич. Монтирую дымогенератор, подключаю посредством муфты к входу охладителя. И, наконец, закрываю дымогенератор крышкой. В данном случае это пол красного кирпича. Можно использовать целый кирпич. Или два кирпича. Вообще-то вариантов много. Дымогенератор работает. Недостатков в сравнении с описанным мной ранее дымогенератором нет. И данный генератор будет работать ничуть не хуже и также надежно. Предлагаю вашему вниманию альтернативную конструкцию охладителя. Вертикально расположенная труба большего диаметра, закрытая сверху. В верхней заглушке два отверстия. В одно отверстие вварен входной патрубок, в патрубок вварена часть полудюймового сгона с резьбой. Во второе отверстие вставлена и обварена выходная труба, также оконцованная частью полудюймового сгона. В трубе большего диаметра по ее длине просверлен ряд отверстий диаметром 12 мм. Через эти отверстия труба меньшего диаметра приварена к трубе большего диаметра. Таким образом получилось что-то вроде заклепок. Эти заклепки нужны не только и даже не столько для крепления, сколько для создания мостов холода. То есть для отведения тепла от тонкой трубы на поверхность трубы большего диаметра. В дыме, проходящем через входной патрубок из трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра, возникает турбулентность. Кроме того, в камере охлаждения возникают конвекционные потоки, горячий дым поднимается вверх, охлаждаясь, стекает по стенкам вниз. При этом отдает стенкам все больше тепла и все больше охлаждается, вытесняя более теплые массы дыма в верхнюю зону. При этом происходит забор уже достаточно охлажденного дыма из нижней зоны посредством выходной трубы в магистраль. Если бы конденсат был дистиллятом, никаких проблем. Но конденсат на этом этапе – водно-угольная суспензия, черная жижа, содержащая угольную пыль и золу. В процессе отведения конденсата в грунт частицы угля будут накапливаться, перекрывать капилляры, и в конце концов конденсат прекратит впитываться в грунт. Произойдет заиливание дренажного колодца. Конденсат начнет накапливаться, его уровень поднимется, и рано или поздно конденсат перекроет канал движения дыма. Коптильня перестанет работать. Я предлагаю решать вопрос в комплексе. Прежде всего применить вертикальный охладитель, между дымогенератором и охладителем установить дополнительный модуль предварительного охлаждения, дренажную емкость, обычную стеклянную консервную банку с резьбовой крышкой. Благо модульная конструкция коптильни позволяет производить оперативные изменения конфигурации системы. На этапе предварительного охлаждения пройдет образование конденсата, который будет собираться в банке.
При этом охлаждение по воздуху будет недостаточным, очистка недостаточной. Об этом я говорил в одном из своих видео, ссылка вверху экрана. Но значительная часть конденсата уже не попадет в основной охладитель. Конденсат на этом этапе содержит более крупные фракции угля и сажи. Предварительный сбор конденсата продлит срок функционирования основного охладителя в разы, может в десятки раз. Модуль эжекции и питающий его Powerbank электронные устройства. Абсолютно недопустимо попадение внутрь этих устройств воды, то есть капель дождя. Решается проблема просто. Можно накрыть модуль эжекции и Powerbank, например, куском шифера. Или придумать какой-нибудь навес над коптильной камерой. Или, в общем, вариантов много. Но такая защита от дождя мне показалась недостаточно эстетична и непрезентабельна. Решил вопрос таким образом. Модули отчасти дублируют друг друга. Дренажный модуль можно исключить, возложив его функцию на модуль контроля. С выхода модуля контроля подавать дым непосредственно в коптильную камеру, при этом конденсат из коптильной камеры будет стекать в камеру контроля. Теоретически это возможно. Остается проверить теорию на практике. Вот такой вид имела моя коптильня до настоящего времени. Снял дренажный модуль и все связующие узлы. Подключил модуль контроля непосредственно к коптильной камере. Переместил коптильную камеру к модулю контроля. Теперь моя коптильня имеет такой вид. Цветы в студию, овации, бурные аплодисменты. Спасибо за внимание.